ухо отлетело. Тут уже на добрый толк. Кольца надо. Не везде, но часть колец надо переклепывать. Тут уже тоже новое отрывалось. Здорово, братцы. Я не помню название этой деревушки в Удмуртии. И что интересно, время пишет московское. Ухо. О, тоже. Вот, видите, крышу 2 раза сдвинул, и все, и опять. Неправильно сделано немного. Я в плане того, что конструкция прицепа. Тент не должен доходить вот до этой штуки, которая вверх поднимается. Потом, чтобы крыша сдвигалась. А так, как ты клей, не клей, ты поднял, оно порвалось. А по-другому никак. Вчера как заезжал, видите ли, тут машинка стояла иркутская. Они меня сегодня разбудили. Чего они не поделили там с утра? Ну там ребенок, я у них слышал, но ребенок вроде такой маленький еще. Ну как маленький, годика 2-3, наверное. Может 4. Но они там что-то муж с женой так ругались. Я уже не буду переводить. Вернее, приводить непереводимую игру слов. Вот. Сегодня у нас 4 августа. Я думал, тоже оторвалось. Не. 4 августа. Все, сейчас уже будем выезжать. Время где-то минут 27. Нам 80 километров. Так, ну, кроме уха и углов, все остальное нормально. Ухо надо было бы сделать. Ну, мы сейчас в Европу-то не едем. Приедем на базу, сделаем. А это закрывает, открывает. Ну, вот как-то с каким-то плохим усилием. Ну, то есть не всегда. Я не обратил внимания. Вернее, обратил внимание еще в Минске. Ну, что-то не то, как ты раз там нажимаешь, раз, два, там с 3-го раза вот, пошла вниз. Может, она уже была сломана. А я сейчас просто в этом, когда на выгрузке стоял, хотел приподнять, ну, поднять стекло. Оп, за нее. Как раз Илюха приехал, оп, за эту штучку. И она у меня в руках и осталась. Смотрю, она какая-то. Что, может, она уже и была. Может, я сломал. Я скажу, ничем тут не хуже, чем в Менделеевске, а даже и лучше. Ну, я не ходил эти кафе там. Это все, конечно, не рассматривал. Пока мне еще это дело не нужно. По-моему, тут меньше пыльно даже, чем там. Вариант такой неплохой сюда, в этом направлении ехать. Можно с обоих сторон стать, заехать. И выезд сейчас спокойно тоже налево, направо можно выезжать. Опять стекло не помыл. И забысущий. Так, ну что, 80 километров. Ездим трудиться. Нижнекамск, Нефтехим. Это Сибур. Группа компании Сибур. Там все у нас очень строго. Будем сдавать камеры по ходу, телефоны, паспорта, анализы. Там все в этом плане. Единственное, что здесь выезжать, если снежок пойдет, тут вот с этой стоянки, выезжать тут скользковатенько, не очень хорошо. Вот так в горку резко. Если не посыпано, то тут выехать проблема. Сейчас сразу, по-моему, после этой деревни этот
Татарстан начнется. Поэтому нам и связь уже татарская у меня была на телефоне. Вы превышаете допустимую скорость. Нифига себе. Видите, у меня тут что-то полилось опять. Ё-моё, блин, опять эта жидкость. Сейчас надо остановиться. После бритья там, блин, это зараза такая. Я уже в Дятлово ехал, она у меня потекла. Крыша открывается, надо что-то с ней делать, иначе, видите, как закап, полилось все. И что ж ты будешь делать? Все, не слава богу, ну. Так, надо срочно останавливаться вот здесь сейчас. Или вот там. Вон наверху сейчас вот там станем. Взял новую, у меня уже старая, это моя после бритья заканчивается, взял новую баночку там такая, и там эта крышечка, пробочка, она там на нее чуть надавил, и все, и она у тебя, и она сразу же течет. Вот оно так и есть. Залил всю к чертям собачьим. Где ты, зараза? Не, это старая открылась, падла. И все, она вытекла вся. А это, думал, это вот это новое. Нет, нифига. Каким-то образом открылась старая. Плафон работает. Все не слава богу. Заливал все. Тихо, ты убьется сейчас. Короче, сейчас я все это тут вытру. Поедем. Да расскажу вам дальше. Хорошо, что его там уже были остатки этого лосьона после бритья. Республика Татарстан. Здравствуйте. Вот. Вчера с Саней разговаривали. Он говорит, я там был недавно. Я был на этом заводе, грузился там. 2 или 3 раза я там был. Мы там на Европу грузились. Ну так, припоминаю, да, что там, ну, все строго. Вот для понимания, штрафы. Вот будете провозить, вот забудете вы там про, вот есть у вас там бутылка водки, например, вы про нее забыли, ее у вас нашли, 50 000 рублей на въезде. А если у вас там ее нашли, и вы еще в нетрезвом состоянии на территории предприятия, штраф 80 000 рублей. Нарушение скорости по территории предприятия 30 000 рублей. Охренеть. Как они за это могут даже штрафовать? Они что, ГИБДДшники? Ну как они штрафуют? Они фирме выставят. Они выставят заказчику, заказчик фирме. Мы вас предупреждали. Все, вы должны были об этом знать, водителя предупредить. То есть, ну, такая драконовские там у них условия нахождения. Поэтому, ну, однозначно съемка на территории отменяется. Дорого. Дорогое удовольствие. Наверное, позабирают все, наверное, и телефон заберут. Приедем, узнаем. Одно хорошо, что там, если все там есть, заявка есть, там заехал, загрузился. Что там этот полипропилен? Так понимаю, будет на палетах, наверное, может в бигбэгах, не знаю.
написано. А, на палетах написано в заявке. То есть загрузка задняя. Завезли, поставили и все, и ты уехал. Накладные сделать все быстро. Не надо ждать таможню. Я помню, там ты грузишься, потом день таможню ждешь. Здесь хоть без этого геморроя. Ну а как все будет, черт тебя знает. Скоро на своей шкуре испытаем. Нижнекамск у нас находится на той стороне Камы. Направо. Ну, это вот М7, направо Москва. Туда у нас Елабуга. На этой стороне. А в Нижнекамск, чтобы попасть, нам надо сейчас поехать налево. Поехать налево. И через набережные Челны пройти, зайти в Челны и в Челнах уйти направо. То есть как вот в сторону Уфы, а потом... Ну, в общем, сейчас... А туда прямо это Елабуга. Наверное, можно приехать. Вот, в общем... Полтинничек еще, как раз к 8 должны быть. Нормально. Фигня, переживем мы этот драконовские эти правила. Ну что делать? Ну, тем более в сложившейся нынешней обстановке предприятие серьезное, завод серьезный. Шмоны, все дела. Не смертельно. Можно пережить. И снова Кама. Это водохранилище. Как именно Нижнекамское, да, считается правильно? ГЭС какая у нас? Не Челнинская же, Нижнекамская ГЭС. Нижнекамск у нас вот там находится. Чуть-чуть вот туда нужно проехать. Вы превышаете допустимую скорость. Вот она проблема у GoPro. Во-первых, батарея долго не держит. И быстро и сильно перегревается. Вот если стоит особенно на зарядке, и на нее попадает солнце, она перегревается тогда. А как она начинает перегреваться, она тут же вырубается. Вот. Ну, короче, мы заехали в Челны. Сейчас здесь мал-мала по городу. И потом туда вот в сторону Багульмы, как я понимаю, Чистополь, вот. Свернем недалеко, там километров. Ну, сейчас 33 остается. Готовьтесь через 800 метров держаться. Я знаю, что когда мы там в Нижнекамске были, тоже что-то летом попали. Загрузили нас, ну и все, и что-то таможня. То ли мы на выходные зависли, и все, и таможня у нас была только на след через 2 дня. Я знаю, что мы там на пляж ходили, втроем были. Кассу там в магазинах, в убойном отделе делали тогда. 2 дня там курорт себе устроили, в общем. Зависали так тогда знатненько там. Через 300 метров держитесь правее. Здесь нет пешеходного перехода. Вот, правильно. Иди вон через этот. Лень ему тут 2 ступеньки пройти. Такая трасса, он через дорогу собрался ломануться. Вот нам вот сюда. А, вот Альметьевск. Нижнекамск 45 показывает. Аэропорт тут даже. Но это нам поближе. Нам сейчас нужно приехать на проходную.
на одну проходную. Там стоянка, там нам нужно зарегистрироваться. Если мы там есть, наши данные все есть. И уже оттуда ожидать отмашки. Если там наших данных нет, сообщить об этом. Чтобы там кто-то где-то что-то пошевелился. Не часто здесь доводится. Давайте Дальше вниз спускайте, там разворот. Так. И вот сюда левее. Правее мне не надо. Вот тут чуть-чуть по городу совсем. Сейчас вот, по-моему, буквально вот мостик этот проезжаем, и все, и мы с набережных Челнов выедем. ЖД вокзал. Да, точно. Наверное, и железнодорожный, и автомобильный. Тут все вместе. Какая тут должна быть скорость? Еще мы тут не превышаем. Дизелек потащил. РЖД. Что там написано? Не вижу, что на вагонах написано. Нет, еще. Тут уже промзона пошла. Сам город закончился. Пошла промзона. Гаражи какие-то, базы. Уже 25 на улице. Так что очень хочется верить, что там с документами и с погрузкой, ну, хочется верить же, надо во что-то хорошее, что не затянется долго. Блин, стоять там на жаре возле этого завода тоже еще тот кайф. Будет. Алмейцевск ездили, тут и через Алмейцевск ходил. Ну, давно. Нечастые гости в этой стороне, именно по этой трассе. В основном все больше, говорит, по мелочам. Ё-моё, это весовой контроль, а я тут еду. Точно, видите. Я тут чуть по прямой не ломанулся. Ну, за сохранность дорог у них написано. Верим? Все, вот и челны закончились. Погнали в Нижнекамск. Там что-то по городу нужно будет в Нижнекамске ехать. Или может сейчас уже не надо. Может что-то уже поменялось. Ну я скажу, что был я там очень давно. Ну где-то, может так вот, год 12-13 последний раз. Лет 10 назад. Весов здесь от Челнов вот до Нижнекамска не доехал, это уже третье. Вот тот автомобильчик стоял, потом еще одни такие же стационарные были, и вот как сюда уже в сторону Нижнекамска свернул, еще одни. Очуметь! Татарстан весь весами обложен. Шаг влево, шаг вправо, попытка бегства. Прыжок на месте, провокация. Нам
10 километров осталось. Нет смысла обгонять этот автомобиль, все равно там дальше колонна. Сейчас уже въедем в город. Что у нас тут дальше пишет на шильдах, на знаках? Смотрите, еще один автоматический пуск весового весогабаритного контроля. Мы же 2 минуты назад проехали, 1,5. Я что-то не въехал. Так, а в чем прикол? Нафига? 2 километра назад же был пункт взвешивания. Ничего не понимаю. Я понимаю, что Татарстан, да, обложен весами, но не до такой же степени. Каждые 2 километра. Тут же ничего не было, никаких примыкающих трасс, ничего. Чудеса какие-то. Добро пожаловать, Рахим Этагес. Город Нижнекамск. Тут Каму, резину ж делают. Здесь Кама. 5 лет шинному. Или 50. 50 лет шинному производству, наверное, не 5. Паркинг для грузовиков через 2 километра. А нет, так нормально по городу. Помнишь, что так надо было ехать по городу? Надо было. Давайте весь его посмотрим. Да вот это вот уже, наверное, он и начинается. Нижнекамск, Нефтехим. Тут, наверное, этих ворот-то много всяких разных. Заездов, выездов, въездов, переездов. Зона таможенного контроля. Таможня. Ну, сейчас так-то вдоль него и будем ехать. До кольца, на кольце налево. Это я так смутно помню. Вот еще грузовики стоят. Тоже, наверное, проходная. Я по координатам еду. Мне координаты дали. Проходной. А, это шинный. Это значит, мимо шинного мы едем. О, вот где шины делают. Будем знать теперь это все. Кама, 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 Кама. Вот она где Кама производится-то. Тоже, походу, автостанция местная. Ага. В общем, это шинка. Шинный завод. Стратегическое предприятие немножко дальше. Вы превышаете допустимую скорость. Автоцентр Hyundai пустует. Нету там Hyundai уже. Кончились. Грузовая автостоянка 100 метров. Автостоянка номер 6 налево 100 метров. А, вон там, да. Там, да, стоят. Ну, там проходная тоже.
ПАО Нижнекамск нефтехим, вторая промышленная зона. Вот это уже походу уже сам нефтехим начался. Шинка закончилась, нефтехим начался. Да, там и автобусы стоят, и грузовики, и все на свете. Вообще тогда собрали в одном месте такой узел промышленный. Челны, взять гигант КамАЗ, там и кроме КамАЗа еще хватает предприятий. Нижнекамск. Здесь какие предприятия? Елабуга. Вот прям все вот рядышком. Готовьтесь через 800 метров уехать на дорогу с круговым движением. А вот, ну это заводоуправление, вот с правой стороны проехали, это Сибур. Нижнекамск нефтехим. Здесь заводоуправление. Здесь в белых воротничках. Нам нужно немножко дальше, чтобы не разъехались с КамАЗом. А сам город, он правей. Именно уже На дорогу с круговым движением. жилая зона. Используя второй съезд. Знаешь, что мы ездили, тут машины тут стояли на таможне. То ли на такси, то ли на автобусе. Как-то мы туда ездили. И потом на пляж. Два километра нам еще здесь надо проехать вдоль этого завода. Аж Сибур, да, это же группа компаний вот входит в него. Там. Их уже очень много. Холдинг этот Сибур, как оно правильно называется, по-умному. И все, промзона началась, дорога кончился. Такое бывает. Сжигают газ после производства. Думаю, видно вам, да, справа. А, тут трамвайные пути. Все едут медленно. Ну да. Или на трамвае мы ездили. Нет. Походу они уже не рабочие, но... А может и рабочие. Нет, что-то они уже заржавевшие какие-то. Ну, наверное, тогда еще трамваи ходили. Да, тут уже трава вон там повырастала все. Трамваи сюда уже не ходят. Тогда ходили. Я помню, то есть, да. Тут трамвайчик садились туда в город. Короче, отдыхали пацаны. Как положено. Еще одно ДТП. Что-то сегодня не могут дорогу подзелить с утра. Ой, аж но втроем. Так это хорошо этот задний-то. Все собрал их. Это не смешно, конечно, но как так-то? Куда летел? Где здесь можно лететь?
400 метров. Вы прибудете в конечный пункт через 300 метров. Где-то вот здесь мы должны уже приехать. Где-то мы должны тут сейчас приехать и машину поставить. Ровно 8. Если я правильно забил. Ну, вроде же правильно. Стоят грузовики, да, с правой стороны. Вот туда нам. И вот сюда. Грузовая автостоянка. ПАО Нижнекамск нефтехим. Вот нам сюда. Что, просто заезжаешь и все? Ну да. Ищем место и идем регистрироваться. Сколько я потратил по времени? 1:20, чтобы сюда доехать. Да, здесь можно стать. А вон. Иждыскание и Мазан. Мордой туда загоню. Ну что, пошли разбираться, что тут, куда, кому, чего надо. Зараза. Все, я зарегистрировался, моя машина есть. Заезжать прямо здесь вот рядышком ворота, вот сюда. Заходишь, там такой телевизор. Захожу, смотрю, там номер машины написан. Регистрация не пройдена. Я пошел, зарегистрировался. Смущать коллегу. Вот. И все. И опять смотришь на монитор, там красненький квадратик горит. Груз не готов. Как будет только груз готов, стоит зеленая галочка. Выезжаешь и на загрузку. Ну, они номер телефона взяли. Позвонят, не позвонят, не знаю. Я сказала, нет, надо смотреть. Каждый час буду так смотреть. Так что правильно сделали, что вчера не поперлись сюда. Ждем. Сейчас пойду в прицеп залезу. Там наверняка ехал, все попадало. Все подготовлю, чтобы можно было. Только заехал, ворота открыл. И начали грузиться. И будем ждать. Посмотрим, как долго это затянется. Сейчас руководство отпишется. Варто? Доброго всем субботнего дня. Да-да, не удивляйтесь, уже суббота. Простоял я здесь 26 часов. По приезду приехал, все оформился, все, заявка есть, все есть, пропуск оформили. Ждите. Там такое табло специальное, на этом табло там должно высветиться тебе зеленым светом отмашка на заезд. Бегал каждый час, смотрел, я ж не буду там сидеть, это табло пялиться.
Каждый час бегал. По итогу в 5 вечера позвонили, сказали, что-то там напутали. Пропуск надо старый сдать, будем переделывать. После 9 вечера приходите. Я после 9 пришел. Мне сказали, что что-то там с этими, с номером моего, с марками моего полипропилена. По итогу до утра. Ну, до утра так до утра. Что уж делать. Ну вот сегодня утром пошел в 9. Сказал, до утра в 9, раньше 9 не приходи. Пошел в 9, сегодня субботу. Все опять есть. И правда в это, с 15:10 уже пришел. Смотрю, уже зеленым отмашку дали заезжать. А тут же что-то понапугали. Ой, тут такой шмон. Я уже, вон, видите, штаны спортивные, штаны рабочий отдел. Там у меня ботинки. О, каска. Жилетка. Вон там люди ходят вообще только что в штанах спортивных. Ни жилетку, ни каску никто не одевает, ничего. Но я снимать не буду территорию. Сказано же, что запрещено. Ну, то есть я расписывался за это. Поэтому территорию я снимать не буду. Тут сейф-пакеты. Если вскрытие сейф-пакета, надо все сдавать. Короче, все у них отменили. Вот, пожалуйста. Оба моих телефона. Ноутбук. Регистратор, камеры мои. Ну, снимаю. Одна Николая Николаевича, моя старая. На въезде на охране сказали, там чуть ли, извиняюсь за выражение, не массаж простаты делают. Обошли вокруг машины. Ну да. Приподнял там спереди этот самый. И в этом Челябинске арматурой заезжал грузиться, так заставляли кабину поднимать. Может, здесь на выезде, конечно, и заставят, я не знаю. Но всю женщина залезла, отпустите спальник, поднимите, холодильник показал. Ну, то есть все нормально, все смеются, все улыбаются, а тут уже так настращали, что шаг лево, шаг вправо, попытка к бегству, прыжок на месте, провокация, чуть что, сразу расстрел. Вот, в общем, сутки потерял, все, сейчас заехал, сейчас одна машина грузится, одна еще стоит, я следующий. Короче, я был один-единственный, который не то что в каске, который еще в жилетке был все время. Я еще на штаны вон, эти рабочие, эти специальные отдел светоотражающие. Вообще всем пофигу. Мало того, что не в каске же, в сланцах нельзя, в шлепанцах нельзя, в шортах нельзя. 2/3 в шортах, в шлепках. Я еще ботинки ж зимние свои одел. То есть не зимние, эти рабочие. С этими носами. Которые, ну эти, с железными носами. И это еще фигня. Один коллега заехал и пошел оформляться. Там возле цеха стоял. Вот оттуда я выехал. Это. Перчатки возьму. Пойдем, груз покажи. Потом ботинки все равно надо спрятать. Вот один заехал. Я что-то не понял, так голову поворачиваю. А у меня морда такая черная. С псом, с собакой. Такая. И главное, что не то, что там этот какой-нибудь там какой-то маленький пес, а именно здоровая такая будка собачья. Вот, короче, 21 палет полипропилена, 20 в ряд и один вот тут сверху 500 килограмм. Сразу говорю, я его не увязывал, потому что это бесполезно. Это все мягкое. Ты верхний палет, ты просто его не ужмешь никаким образом. Это просто не имеет никакого смысла. От слова совсем. Все. В путь. Наконец-то.
просто там, когда оформлялись, там один, ну, я так понял, постоянно ездит, который... Ох, уже там рассказывал. Нет, я не спорю, может, какие-то рейды тут есть, там, или что-то, ну... Ничего сверхъестественного я здесь не увидел. Все как обычно, все как везде. Проверили, заглянули, посмотрели. Поехал. Говорю, а этот уже так распрягался, ну так там, да тут, да то, да это, да... Ладно. Чего нам? Короче, загрузили... Чего нам загрузили? Загрузили 21 250 по документам. До Новосибирска где-то, ну, 2300 примерно отсюда. Сегодня суббота. Ориентируемся, ну, хотя суббота уже, конечно, после обеда, но так ориентируемся, может быть, все нормально. Попробуем во вторник, не с утра, к обеду приехать на разгрузку. Сегодня не знаю, до Уфы, наверное, доеду, еще надо помыться, обязательно в душ сходить. Жарко, 31 градус сейчас показывает. Там есть вот на этой стоянке, вот там, где вот оформляешь пропуск, вроде как душевые, но они не работают. В общем, вот расклад такой. Сейчас обратно. Ну, сейчас обратно выезжаем отсюда. Объезжаем завод. Выезжаем в сторону Челнов. Проходим Челны и все. И пошагали на Уфу. Челябинск. И дальше в сторону Курган, Омск. Через 30 метров поверните налево. Кстати, здесь подстоял, подошел Александр Скорелич. Мы с ним когда-то встречались, виделись давно еще на Скании. Что-то там в районе Борисоглебска мы с ним пересекались. Так, с утра чайку попили с бутербродами. И вместе заезжали. Ну, ему в другой цех, он на Минск грузится. На белорусских номерах работает. Я полипропиленом, а у него полистирол. Цех другой. Ну и все, вот мы. Он за мной заезжал в завод, и все. Дальше все, мы тут уже разъехались. Давай, Саня, рад был видеть. Удачи. Поехали работать. Сейчас вот наша стоянка будет, где мы были, вон здесь светофор. А тут светофор, когда оттуда, ну вот со стоянки выезжаешь, и надо, получается, вот эту дорогу, где мы сейчас едем, ну пересечь по прямой, чтобы в завод попасть. На светофор стрелка работает налево, а по прямой, чтобы в завод попасть, нифига не работает. Я первый цикл пропустил, на втором уже этому охраннику говорю, так а что? Он говорит, махает, давай, говорит, заезжай. Говорит, она не работает. Вот видите, все налево поворачивают, стрелка тут налево горит. А по прямой, чтобы вот оттуда, откуда все выезжают, и направо вот в завод заехать. Вот здесь вот заезд в завод. Светофор не работает. И это... Короче, стою, потом говорит, давай, говорит, на красный едь. Не такой уж он и красный. Так что въезд вот здесь. А стоянка вот она наша слева, где вот тут все оформление происходит, и сразу же заезжаешь. Ну, а мы погнали.
Так, как это нам тут надо как-то на Уфуш уйти? Как-то левее он рисует. Наверное, надо левый ряд занимать. Что-то такое вот непередаваемое ощущение меня постигает, да. Вот чучело. Такой же ты нетерпеливый. И все равно ж по прямой поехал, видите? Как вот он торопится. Уже ж поворотник показал, все, начал перестраиваться, выскочил и газует. Ну ладно. Сейчас мы тут в Челнах тормознем. Надо уже в магазин посетить, хлебушка купить. Потом за Челны заедем. Надо встать где-то пообедать, время без 23. А если считать по башкирскому, уже без 25. Что мы сегодня пока до Уфы доедем, так уже и все, и вечер. Трактир Сергеевский. И дальше смысла нету сегодня ехать. Все остальное уже поедем. Дальше там стоять-то особо по-человечески негде. Плюс там душ шикарный. В этом Сергеевском. Там мы сходим, искупаемся. Вон опланировал, да? Ну, посмотрим, что из этого получится. Ну тут так вот нормально, удобно все. Тут и аптека, и пятерка, и эти красно-белые, синие, зеленые. Кого тут только нет. Удобно и машину поставить, все. То, что мне надо, я здесь не нашел. А мне нужна ювелирная мастерская. Не подумайте ничего дурного. Просто цепочка там чуть-чуть разошлась. Ее надо подделать. Спасибо, братан. Вот. Но здесь я ее не нашел. Как бы там не критично, но все равно надо. Просто будет обидно где-нибудь какую-нибудь душу ее потерять. Ну, сейчас, во-первых, дождь идет. А во-вторых, бегать тут по Челнам, искать, где тут ювелирная мастерская. Я уже сегодня не буду, это точно. Там, говорю, там не критично. Но надо. Посмотрим, может быть. Просто где здесь, я не знаю. Это опять останавливаться, опять бежать. Ну, тем более, дождь идет. Может, в Новосибе. Где мы еще будем делать? Где мы еще? Что мы еще будем крупное проезжать? А больше ничего. В крайнем случае, там за Новосибом, потом же все равно будем по Кемерово ехать. Если туда пойдем, а мы 100% туда пойдем. Что там в Кемерово можно и спросить, если что, кого-нибудь. Я имею в виду, там есть знакомые. Тут в Челнах как бы и спросить-то не у кого. Но если бы дождя не было, сейчас бы можно было вот сюда вот еще сбегать. Вот здесь вот по пешеходнику этому перейти, а может сбегать. Что у нас здесь? Дождь-то в принципе не сильный. Ресторан какой-то. Что там дальше? Дома
какие-то. Блин, давайте, наверное, это. Все-таки сбегаю я здесь. Или тут ничего не... Не, надо... Посмотрим, если за перекрестком. Не, Ну да. если... Не, надо где-то какой-то центр. Ну посмотришь. Ладно, поехали. Понял. Какой-нибудь торговый центр, что-нибудь такое вот надо искать. Там возле него будет. А так просто возле в домах эту ювелирку, это ж не заправки, что на каждом углу. Хотя вон тут и дома новые, может, и стоило. Давай скамеечка, газуй уже быстрее. Ладно, я уже все равно проехал. Короче, поехали. Бог с ним. Найдем. Где-нибудь найдем. Ну, у нас ремонты продолжаются здесь еще за Челнами. Здесь они по Татарии до Башкирии вся дорога. Один большой ремонт. Ну, в общем-то, так уже, смотрите, стадии такие. Тут уже вот все новое. Осталось там загадать, и все, пожалуйста. Скоро будем совсем летать здесь. Вы превышаете допустимую скорость. Ну, пока приходится вот по объездам право-лево, крутим-вертим, туда-сюда. Потихоньку. Тут особо далеко не уедешь сегодня. Саня впереди ехал, тоже что-то жаловался. Ремонты стою. Кстати, надо даже ради интереса загуглить, сколько тут. Вернее, не загуглить, а заяндексить. Сейчас мы у Яндекса спросим, что он нам до Уфы дает. Карты. Уфа. Что-то долго думает. Интернет кончился, что ли? Нет соединения с интернетом. Куда он делся, интернет, интересно? Только что был. Короче, я сейчас узнаю, потом вам скажу. То на мою физиономию это смысл какой смотреть. Чё, блин, а куда интернет пропал? Алло! Мегафон 4G вроде показывает. Пишет, нет соединения с интернетом. Ничего не понимаю. Етицкая богомыш, какая у меня колейка вон впереди. Вот. Зато примерно Саня мне и говорил. А, мужики, не торопимся, все успеем. Да. Но сейчас вот это добился толку все-таки от Яндекса. Яндекс сказал, что как бы 3,5 часа до Уфы. Это в принципе немного. Посмотрим по итогу. Что там, походу, глушить можно, да? Можно спать ложиться. Кто знает. Пиши. Ну что, поедем? Эта полоса только налево. Или поедем все-таки? Все равно далеко не уедешь, там перекрыли вторую полосу. Он налево и поехал, красавчик. Через поле? Через поле это тоже вариант. Ребят, перед Уфой есть где-нибудь СТОшка, тормоза, колодки поменять? А то что-то дохлые, на Урал с ними суваться что-то потянут. Да, лучше поменяй, да. Не надо на Урал без тормозов ехать.
ДТП было. Поэтому вот мы немножко, минут 10 постояли только. Да, видно, что свеженькая. Поэтому и не ехали. Так это хорошо размолоченные они такие. Кто-то куда-то торопился. Ух, у этой, которая тут стоит, первая, так у нее вообще морды нет. Это тоже, да, участники ДТП. И вроде. Хотя, наверное, да, Магнит, Лидзер тоже, наверное, да, Лидзер потертый весь. Поэтому и стояли. Ну все, сейчас вроде полетели дальше. Я думаю, вам видно. Ну, видно, может быть, нет, но должно быть слышно. Слышите, как гремит? Что у тебя там так гремит сзади? Такое ощущение, что у тебя сейчас мост оторвется. Выпрямшайте допустимую скорость. У меня переднее колесо правое чуть-чуть квадратное, поэтому, блядь, туда подкидывает. Что сзади едешь, такой плям-плям-плям-плям, такой звук прямо, и задний мост скачет, как хочет. Ё-моё. Короче, накрылись, поэтому он это... Понятно. Самым заеду сейчас. Сделаю. Подсел я за ним, подсел. Не успел, маленькие не дали, так бы вышел бы, обошел бы. Че, битва моторов получилось. Да пошел ты. Ну тут как несерьезно, все перестроишь, везде стали нахуй. Жадность скорости сгубила, всех в итоге посадила. Все решили поумничать на подъеме, да, там по 5 тонн везут, и все такие крутые. Сразу стали резко. Welcome в Башкортостан. Все, сразу 2 часа забрали из жизни. Резко у нас стало уже почему-то 7:30 по башкирскому. Верхний Яркеево заезжаем. Я помню, раньше я здесь воду набирал. Колонку помню. Сейчас посмотрим, если там можно достать. Тут тормознемся. Немножко до упора, до полного пополним водяные запасы. Чуть дальше там город. Здесь я не знаю, может быть тоже где-то можно. Так-то здесь же вот вдоль деревни едешь, поселок этот. Наверняка ж колонки есть. Надо знать, куда идти. А там прямо вот возле дороги. Я сейчас ехал, слышал, там парни говорят, последняя там стоянка, которая в Татарстане перед Башкирией. Говорит, я там, ну, кто-то там говорил, что он там постоянно воду набирает. Но я уже пролетел, я не успел остановиться. Просто знаю, что здесь как-то, ну, не очень удобно было останавливаться. Вот тут, Верхний Яркеево. Сейчас посмотрим. Готовьтесь через 800 Вода-то метров есть, но держаться просто я люблю, когда ее правой дороги. с запасом. Потом там дальше где-то, я даже не знаю, где потом там воду набирать. Там Урал пойдет, потом после Урала я хрен его знает.
вот здесь вот перекресток. После перекрестка вот там вон с левой стороны колонка. А здесь поставили бордюр. Здесь не было бордюра. Мы здесь вот на обочине машину ставили. А сейчас ее не поставишь. Вот колонка. Вот здесь я вот убрал. Увы. Ну, отсюда я таскать не буду. Если даже где-то здесь поставить за поворотом, отсюда я таскать не буду. Ну, будем смотреть сейчас дальше. Тут еще немножко тут будем ехать по деревням. Может, где увижу. Тормознем, наберем. Надо уже свет включать. Нифига я тут воды не набрал нигде. Как бы оно не критично, вот это есть, потому что это... колонки есть. Где отсюда, сволочь? Я на муху. Колонки есть, стать невозможно, потому что это... Они там сейчас уже во всех этих деревушках, которые сейчас проезжаешь по Башкирии, они тротуары заделали, бордюр, тротуары поставили, и все, и не станешь. Поехали, пока никого нет. Останавливался, ужинал. Кстати, утром только чай, как с Аней попили, и все, и больше маковой росинки во рту не было, кроме одного банана. В общем, едем в Уфу, будем ночевать возле Уфы. Единственное, что в целях эксперимента хочу заехать не на трактир Сергеевский, а посмотрел я, когда там с Андреем Ивановичем мы встречались давно еще, когда он на Рено работал, 700 дорога, когда я не трудился. И там, когда уже на пятерку выходишь, после поста, там по правой стороне, там тоже вроде стоянка, там все, тоже кафе. Вот что-то хочу, думаю, дайте туда попробую заехать. Ну, Сергеевский, понятно, что там все хорошо, все на высшем уровне, базара нет. Чисто вот в целях эксперимента попробуем сегодня туда подъехать. Может быть. Конечно, еще могу передумать. Еще как бы до него примерно 125 где-то километров стоянки. Ну, это еще 2 часа. Сейчас 9. О, 9 плюс 2 часа 11. Ну, в 11 вечера приедем. Ну все, дальше, естественно, смысла ехать нет. Попробуем туда. Вот что-то хочется мне. Я знаю, что Сергеевский это лучше. Но мы ж как это... Как не ошибается тот, кто ничего не делает. И точно так же надо методом тыка испытать, там посмотреть, тут посмотреть. Интересно же. И столица Башкортостана на горизонте. Бывший тут когда-то пост-полтинник. Его уже нет, он есть. Само здание там стоит. И вот тут вот одна стоянка, вот она справа. А я хочу заехать на которую дальше. Вот сюда заехать попробовать. Кафе стоянка. Что-то тут. Что-то мест нету. Что там деловой мест нету. Деловой линии. Там что, места нету, да? Была не включена. Сейчас спросим. Сейчас 11 вечера. Ночевать по дороже дойду.
там-то, наверное, мест нету. Только здесь. Ага. Я понял. Все. Больше я сюда не поеду. Видите, да? Как паркуют. Эксперимент не удался. Больше я сюда ни ногой. Просто я думал, туда заеду. Внутрь. А так-то здесь не... Такие парковки меня не устраивают. У меня уже просто эту оплату-то уже пробили. Поэтому, ну... Будем знать. Короче, изменилось своим принципом. Пошел в душ вечером. Потому что помыться я хотел еще позавчера. После выгрузки. Но там потом поездка по Ижевску. Ну, думаю, помоюсь в пятницу. После загрузки. Ну, после загрузки не получилось. Значит, будем мыться сейчас. Потому что, ну, уже просто надо. Ну, посмотрим, как водичка. Завтра расскажу с утра.